Всем привет! Перемещаемся в Уссурийск. Сегодня у нас новая серия, и мы приехали на мотокросс. Когда-то давно я занимался и приехал, решил посмотреть, поддержать Кирюху. Он едет на вот таком вот мотоцикле. Я на самом деле даже не знаю, что это за мотик, потому что уже давно упустил эту тему. Это ГАЗ-ГАЗ. ГАЗ-ГАЗ? По сути, это тот же КТМ, Husqvarna, все теперь на одном заводе. Подвеска VP, мотор КТМ. Это 350? Это 450. Че, как оцениваешь сегодня свои шансы? Есть шансы побороться за первое место. Заряжен? Да, так как трек немножко грязноват, поэтому ты... очень любим. А ты вчера как на свинке? Да, вчера тоже был прогресс, возможно, будет 2 дня прогресса. Ну, и в мотокроссе. Будем за тебя сегодня болеть. Тут ветер, наверное, ничего слышно не будет, но трек очень крутой. Короче, на улице пошел дождь небольшой, Кирюха, он ходит по трассе, изучает, смотрит, где колея будет какая. Кирюха второй. Так выглядит мотик после заездов. Забивается все равно, но в принципе не сильно грязный. Посмотрели мы один заезд 20-минутный, как пацаны катаются, класс 500. Ну, в принципе, можно посмотреть на первую тройку, четверку, а остальные как-то так, слабовато. Очень большой отрыв, возможно из-за трассы, возможно из-за покрытия, не знаю, но раньше вроде такого не было. Сейчас выезжаем с Уссурийска в бокс, там нам уже построили второй этаж, скорее всего надо его покрасить и сделать пару тачек. Так, мы приехали в бокс после мотокросса. Тут у нас уже скрафтили нам небольшой второй этаж. Мы сейчас его с Саней докрасили практически. Есть места, которые нужно еще подзакрасить чуть-чуть. Саня он там докрашивает. И все, у нас будет теперь второй этаж. Здесь мы зашьем фанерой, повешаем баннера. Все будет по красоте. А здесь у меня будет моторка. Я кину на нее свет, и наконец-таки в моторке появится нормальный свет. Под лестницей распределим GZ, пока пускай стоят. Здесь хватает места, чтобы машина могла заехать, если вдруг надо. Немножко разгрузили этот угол, потому что у нас был загружен. Поэтому сейчас это все будет на втором этаже. Будет нормальный диванчик. Можно нормально переодеться и нормально поесть. Здесь такая лестница. Поднимаешься. И здесь уже будет чисто второй этаж. Завтра уже до конца достелим доски. Проведем электричество. Свет у нас уже здесь есть. И будем обустраиваться. Так, ну у нас наконец-таки настало лето, и Саня решил покрасить крышу SX, потому что она была облезлая, вот там он тут поснимал все механически, и здесь уже пошла в ход химия. Санек тут кисточкой орудует, сейчас он надышится и потом погибнет. Че тут в наушниках стоишь, исполняешь, а? Я один был, пока ты не пришел. Тебе скучно было? Да. Смотрите, какая реакция пошла. Потом Саня вот так сделает чик, и сядь слетит. Ну, это надо еще подождать немножко. Так, в боксе у нас стоит Альтеза. Она сейчас на детейлинге. Да, вы не ослышались, она на детейлинге. Здесь вот все помыли. Юра все делает четко, качественно и грамотно. Сейчас еще осталось дверные карты сделать. Пол он мне вчера сделал. На видео, наверное, не передаст, но он стал очень черный. Пару сидух отхимчистить надо. И я купил, наконец-таки, обшивку багажника полностью всю. Потому что до этого у меня ее не было. Ну, точнее, она была частично. Она была вырезана не очень удачно. И здесь уже такая потрепанная была. Сейчас мы поставим, все будет новенькое, все чистенькое. Багажник открываешь, и тут все чисто. В этом сезоне решил Альтезой заняться по внешке. То есть полностью ее выкрасить, все сделать, обклеить, отхимчистить салон и кататься. В следующем сезоне уже, может быть, будет обновленный конфиг двигателя. Но это не точно. Сейчас я буду заниматься порогами. Как я уже показывал, они у меня из карбонки Валара под краской. Надо снять полностью краску. Это вот мы вчера тоже экспериментировали, как снимается. В принципе, неплохо. Здесь надо будет поработать немножко шпаклевкой. Потом мы снимем с этих порогов матрицы. И у меня уже будут матрицы моих порогов. И можно будет безболезненно их ломать. Эти пороги будут выставочные. Скорее всего, на них мы и наклеим пленку. Еще надо будет поставить свет, чтобы свет был в моторке. 110-й мотор все так по-прежнему висит. Мы ждем на него финансов. Пока что их не выделили. Потому что каркас встал в очень круглую сумму. Из-за того, что курс валют прыгал-падал, цена на каркас поднялась x2. Сейчас машина на каркасе, ее уже готовят. То есть она уже вот-вот, где-то через недельки-две будет у нас. И после этого мы начнем заниматься двигателем, обвязкой,
Ну и, в принципе, подготовкой машины. Сегодня у нас, кстати, первый этап РДС, на который, соответственно, мы не успеваем. Но, скорее всего, мы и на последний, наверное, не успеем, потому что есть много моментов и много «но». Чистые, но грязные. Я думаю, они будут еще чище. Потому что этот седуха вообще не чистил. Здесь тоже все отхимчистил. Все топ. Зацените потолок, разницу. Просто я ездил с вот таким вот потолком, да, потому что я занимался технической частью автомобиля, а сейчас пришло время заняться кузовными элементами. Потому что в этом сезоне мы остаемся на этом конфиге, ничего не трогаем, здесь все работает, все отлично. В связи с курсом доллара я не перехожу на пульсар, на другой коллектор, поэтому мы поедем на том, что есть. Сейчас у нас в процессе две машины, это машина Юры, мы ее сейчас пересобираем, делаем охлаждение на масло, ставим гидроручник. Ну, в общем, подбираем сопли, которые не успели сделать к его приезду. Здесь чайзер, у него подгонка бампера. Тут, чтобы поставить бампер, пришлось очень сильно глобально поработать. Поменяли радиатор кондиционера, чтобы можно было сместить кулер максимально назад. Заварили пайпы. Короче, всего по мелочи. И сейчас уже будет финальная примерка бампера, вырезка его и отдача клиенту. Сегодня еще на Зминке тренировка. Как обычно, я буду в руле или где-нибудь там с кем-то разговаривать. И, скорее всего, ничего не сниму. Ну, а может и сниму. Это включение со Зминки, мы приехали на Зминку тестить Санин Марк. Саня купил себе 90-й Марк. Скажем так, Чайзер Edition. Поставил Юре на колеса, борта Аволь, затонировал. В салоне V58. Но позже обзор сделаем. Самое главное, то, что я не успел снять, это то, что Саня уже сделал покрышку мотоциклетной и порвал себе тут пол крыла. Не знаю, что у них тут пошло. Зацените выхлоп с Чайзера. Единственное отличие этого Марка в том, что здесь стоит один GZ GE. Везде смотри. У меня вообще все там развернулось, посмотри. Давай это колеса Серега перебывай, хуярил. дождь сейчас начинает, слышишь? Там надо подбить. Ну, не давай, надо отрезать. Давай быстрее, турбинка, сейчас все будет. А у тебя что, болгарка на кому-то? Нету. Давайте, рассказал. Может тебя уронять? Смотри, что вы сделали. У него все предохранители повыпадали. Нихуя! А как ты-то, блядь? Это похоже на дракона, на. А что произошло? Болгарка висит. Ничего, что там? блядь, оторвалось колесо. Там что произошло внутри? Бомбу, смотри. Это вот РДС жопы выпилят нахуй. А, у тебя прям эту взорвало. Да. А ее сюда надо от себя вытаскивать. Вот меня. Ее на молоток и выстукивать. И туда, да? Бросить. Туда? Назад ее, да, ее назад. Не так надо, с обратной стороны багажника открывай. С той стороны бери, все. Ну а теперь пошли влажные движения. Час тренировки было сухой и час влажной. Вон пацаны хасанят. Тем временем Александр сломал Михе домкрат. Да, Александр? Блядь, Купишь не мешай, новый. нахуй, Купишь блядь. новый. Пошла, блядь. Ой, блядь. А, ну не сильно. Твои комментарии, Димон. Пиздец, блядь. Кому? Казаку, бля. Вообще ездить умеет? Короче, пацаны покатались часик по сухому и потом поехали часик по влаге. Ну, по сухому вроде у казака тачка едет, можно газовать, но надо прям держать газ. Сейчас еду в бокс, там есть пару незаконченных дел, надо все сделать, и мы перемещаемся туда. Короче, мы уже в боксе. У Сани что-то с проводкой случилось, здесь обломала какую-то релюшку и перестали гореть стопы задние, еще погасло табло. Сань, твои комментарии по поводу этого? Ты не электрик? Я не могу играть в электрик. Я научился только в сварщика играть. Сейчас научишься и в электрика. Надо снять этот блок, посмотреть. А, еще если вы заметили, Саню растонировали, лоха, и он будет постоянно теперь ездить тонироваться. Впервые с Нового года я езжу. С Новым годом! Сейчас какой месяц? Ладно, здесь у меня идут рабочие моменты. Собираем запчасти на отправку. Такой вот тюнинг ставим. А тут вот Алиша что-то рассказывает. Смотрим РДС Европу. Там наши силовики должны ехать. Короче, вот так вот проводим вечерки после тренировок. Посмотрим, какие баллы.
Я уже обещал на канале Игорехи, что у нас здесь будет нарисовано Base for Race. Здесь будет свет. Свет мы сегодня провели, еще осталось 2 докинуть. Здесь будут съемки, сколько стоит твоя тачка. То есть человек сидит здесь, на ковше, рассказывает про машину, а здесь стоит машина. Здесь Юрин Марк надолго организовался, он очень много всего хочет. И все и сразу будем делать, потихонечку исполнять. 30-й цельсиоры подкинули. Заметьте, как стоит ступица. Здесь покрасили уже доски в черный, потому что на черном фоне логотип Base for Race будет прям топово выглядеть. Поэтому решили поступить так. Пороги на Альтезу уже готовы. Осталось их покрасить в акрил и снять матрицы. Расширение тоже подготовил, практически готовы к грунту. После грунта уже к покраске. Краску я уже купил, краска очень дорогая. Оказалось, это с какого-то редкого Lexus 0.91, по-моему. 500 грамм базы, 400 грамм перламутра и 800 лака. Этого должно хватить на расширение, на пороги и на передний бампер. Я тут немножко поиграл в электрика, и у Сани теперь все работает. Печка дует и хорошо. Саня, у тебя мотор застучал. Что за мотор у тебя? РБ? РБ! Там, в смысле, аж мотор подпрыгивает, что-то, видимо, перемалывается там. Что, блядь, там сколько? F7, да. Ну и она взорвалась, это не мотор был. А то сейчас подумают, что мотор GZ взрывается. Что это за фигня? Блядь, на масле за 500 рублей, блядь. Такое не бывает. Ты понимал. В коробке или в моторе? Санька тут все посерьезней. Крепление. Крепление бака у него тут на дощечках, на каких-то лентах. Ёб, Кому ты там что рассказываешь? это такое? Вот она школа. Это элита Колевичи. Так, сейчас подпалим ходовочку у него тут. Потому что отверстие есть, как бы можно сделать. Он прочитать не смог. Да. Сейчас выровняется он. Все, по-моему, да? Да, это не... Опусти чуть-чуть. По-моему, ровненько. Вот так. Сразу, да? Что ты хочешь? Уже вернулись в бокс, откатали тренировку. В принципе, вы видели, чуть подснял там. Юра сегодня покатался, у него там что-то случилось, ну, вроде все зачинили. Здесь лежат обвесы с Альтезы, сегодня их красил. Немножко есть пыли, но мы это все дело подсобьем, отполируем и заклеим пленкой. Особо за пыль не переживаю, главное теперь, что они в цвет. Надеюсь, в цвет я попал, очень сильно старался. Ну, думаю, что попал. Крылья, клычки, еще останется покрасить пороги и передний бампер. Завтра это уже поставлю на машину, будет чуть обсыхать, и потом будем все это дело полировать. Ну еще, как обещали, Паха нам нарисовал Base for Race кисточками. Было муторно, но мы победили это дело. Паха красавчик, очень топово получилось. С этой стороны написано по-японски, но точно не Base for Race, это просто подпись. Так, это следующий день после тренировок. Я приехал в бокс, и тут меня ждет посылочка. Очень крутая. Сейчас я вам покажу, что внутри. Это очень крутой лот. Очень сложно было купить. И до последнего я не верил, что он придет. Что были определенные обстоятельства. Но сейчас я вам заценю. Это как будто диски какие-то распаковываешь, да? Ну это покруче. Покруче? Да. Я уже вижу, что там. Ну а что там, вы узнаете в следующей серии. Так, ну какая-то старая запчасть, судя по всему, очень грязная. Japan? Да. Слушай, это просто Япония. Что написано? 1261, да? Те самые фары, да. Те самые фары. Крепы проверяем. Так, здесь Чуть-чуть треснуто, чуть-чуть треснуто, но походит. Здесь что? Тоже Япония. Просто топ. Они еще синего вилла дают, когда лампочки. Лампочки синие, да, красивые стоят. А здесь крепа целая полностью. А там как будто на фото было отломано. А я думал, на этой фаре отломана крепа, на этой фаре целая крепа. Смотри, как новые. Стекло, да, в идеальном состоянии. Да, Юр, надо будет стекло подернуть. Я не удивлен. Ставить, блядь, некуда пока. Некуда, да? Зазоры стреляют. Да. Ну вот. Ставлю расширение, свежекрашенное на отполированную, покрытую керамикой Альтезу. И могу сказать, что я попал в цвет. Прям идеально. То есть расширение не отличается от кузова. Это у меня получается перламутр. Его красить очень сложно. Но подборщик был хороший. Все рассказал. И я попал в цвет. Зацените. На камере, конечно, это не передаст. Но вживую это выглядит очень круто. Отполируем, покроем керамикой, обклеим. И будет вообще бомба.
У нас экстренное включение с Михиного гаража. Он нам тут делает матрицы на пороге. Вот так изнутри это все дело выглядит. Здесь вот даже усиление Миха сделал. Так выглядит 5 дней работы. А, ну я понял. Резать мы будем вот тут по краю, но ты делаешь запас, а Да, мало да, ли да. там что-то... Да, то есть у нас всегда будет Запас небольшой. Небольшой запас. Почему я делаю, кстати, матрицу? Я сразу хочу сказать, потому что я не могу найти название этих порогов, и их вообще нигде нету. Теперь будет под моим названием. Можете Вот найти, да? Все. Просто реально их невозможно было найти. У них изначально вот здесь была форма под штатное крепление. Ну, типа, получается, ты его ставишь, он идет на арку. И спереди она заходила на крыло. И все это дело я отрезал. Мы с Михой сделали вот такую вот красивую конструкцию. Теперь она заходит на расширение, на переднее крыло. И вообще здесь все офигенно. Миха вообще занимается всякой дрочней. Типа, вот он берет вот такой стоп, снимает с него матрицу и потом продает. Ну это вот пробники. Вот у Это Михи... я даже не доставал. Да, вот у Михи Можем пошли... поржать сейчас достать. Да не надо. Она пускай... уже хуй поймешь, Мы сколько в следующий дней раз вот потом это, да? приедем. Вот покажи вот пробник, который первый. Миха говорит, что на 35-х лаурелях не было МКПП панели. Ну, так оно и получается и есть. И вот с Японии ему такая штука пришла, только вот эта пришла ему с Японии. Японцы издевались, прикрутили здесь дерево, чтобы все прикручивалось. Короче, как-то... Что с ним делать, блядь? Короче, как-то они это сделали. Вот, Миха решил, почему я так тоже не могу. И сделал свою матрицу. Ну, это вот первое изделие получилось. Ну, тут есть как бы вопросики, но Миха стремится к идеалу. Еще Миха сделал задние с фонари на лаурель. Ну, прикольно, она, в принципе, неплохая. Я хочу сказать, даже прям более чем. Стопы прям вообще хорошие, потому что... То есть, по факту, у Михи можно комплект на 33 взять. Да. Спрашивайте, как он будет светиться, спрашивайте у Михи. Он никак не... Слушай, у меня уже триггер, блядь, на этот вопрос. У Михи, кстати, спрашивают, почему-то народ думает, что это когда должно светиться. Ну, если вы сделаете диодики, насверлите, то да, будет светиться, а так как сюда? Никак, она непрозрачная, ее не видно. Я же ширик. Ага. Это да. даже не обрезанный Все, стоп. то есть можно обрезать и будет вообще прям топ. Под них есть крепление, ну вот под сами стопы. Это уже, доработал. Просто надо сделать. Нет, я их доработал. Все, то это в есть штатные места прям их прикручиваешь. Только на середину планки не сделал. Сегодня воскресенье, на улице дождь, и мы едем на тренировку. В этом, блядь, новой серии, блядь, в этом новой серии, блядь. А ты... Блядь, киностудия уже нарезали. Ну какой нахуй автосервис? Давайте. The best for race. Да это пизда, вот что ты, блядь, фоткаются они. Фоткай. Не стесняйся. Позади меня Аббас чекулинит Марка. Он уже делает перенос рейки. В какой? В 50-й раз? Не, на самом деле второй. В общем, это старая конфигурация его. Он тут что-то переносил, ему не понравилось. Ну, точнее, все было хорошо до какого-то момента, когда он там начал что-то еще экспериментировать, начал кусать руль. Теперь он перенес руль так, что у него, короче, наконечник вообще прям цепляется. Тут пыльник, все цепляется, не знаю. Будет вроде ходить. Сегодня как раз таки проверим это дело. Наша обвязка гей, турбина, все это дело ходит. А здесь у нас ствол сегодняшний Александра. Мы на нем сегодня поедем кататься. Купил он резину 19 года. Вот можно заметить, как резина 19 года работает. Ну да, это Toyo, она на Energy. 19 год, вот так вот она отвалилась у него. Поэтому если берете Toyo, то только свежего года. Потому что старого года она вообще не ходит, даже 19-го. Сзади мы на бублачах поедем. Резина хорошая. Ездить можно. Почему-то Санек только не по направлению поставил. Видимо, ошибся. В салоне у него тут все по стоку. Ковша нет, нифига нет. По-моему, снимал, а может и нет. Ну ладно, потом сниму. Все, увидимся на тренировке. Вот мы и на тренировке. Пацаны уже почти откатали. Осталось еще полчасика. Здорово. Так, и сегодня Миха нам представит матрицу. Это губа, расходный материал. Типа двойная матрица, можно открутить и снять. И она снимается очень удобно. Пороги сделаны не так. Сейчас мы снимем эту матрицу, посмотрите, как она снимается. И потом мы снимем мои пороги. Ну, пороги это будет вообще, наверное, сказка. Потому что это снимается легко, Миха говорит. Да. Ну, давай, демонстрируй, как это. Можно понять, что ничего не приготавливалось. Миха ждал меня. Это уже чья-то губа, да? То есть можно, Да. можно забраковать. Можно. Сань, придержи там сзади чуть-чуть. Поэтому Главное не торопиться.
просто далеко укладываю. А, я понял, ага, вижу. Ну, Там чтобы подклеилось. зона отпиливания была по максимуму. Сейчас мы вытащим, я тебе покажу. Ты так жестко ломаешь, как будто сейчас просто... Звучит вообще страшно. Как будто сейчас, в смысле, ты просто вот так его свернешь пополам и все. Смотри. Мы здесь берем вот так. Блин, вообще просто чик и все. Ну и, собственно, вот этот видишь, переход. линия отпилил. Ну да, то есть тебе надо, ты чик-чик, чирик, Да. отпилил. То есть и здесь у меня верочно все доложено. Ну да, Всё и отпилил. никакого не будет вот здесь косяка, что у вас провалился гель. Остатки пластилина. Он снимает, смотри, я снимаю матрицу. Видел, какой я крутой? Я снимаю матрицу. Здесь пластилин какой-то, Миха заподозрил. Все у нас, кстати, пропущено. Да ну. Да? Оп. Смотри, Ага. видал пальцами нас как делать? Ого. Стой, здесь надо помогать? Самых, подожди. Я тебе скажу, когда надо помогать. Что-то здесь не хочешь вылазить. Потому что там порог, наверное, застегнулся, да? Уголок. Потихо, Давай, может, разогнем вот так матрицу чуть-чуть в сторону. Нет, на здесь вот достать. Оба. Есть. Всё. Смотри, прикинь, целый остался. Что-то вот здесь прилипло, как будто какая-то петушня, нет? Нет. А с этой стороны, смотри, вот где краска отвалилась, короче. Отвалилась краска только в одном месте, вот здесь. И то, может быть, потому что плохая адгезия была. Остальное порог Нет, весь это просто целенький кто-то стоит. хуёво покрасил. Сними вот этого типа, я ему за покраску здесь. Я красить, блядь, не умею, у меня даже пулеров нет, блядь, это бутопойно. Посмотри, видал, пулер висит, блядь, после этого. А, у меня даже пулеров нет, понял? Смотри, смотри. Нет, только ведь. Вообще все хорошо получилось. все идеально. Смотри, и даже на матрице отпечаталась сетка. Посмотри вот сюда. Ебаная, слушай, Ты понял? мразь, блядь. А, да вот видно, кстати, слышишь? О, нихуя он провалился, Он провалился, не было, провалился. То есть акрил в матрице провалился. Блядь, матрица просто ебическая. Ну давай не будем каркать. Вторую посмотрим, да? Это тоже сполирует. Ну, это просто уберется. О, давай. Надувается, да? Все. Понял, да, фишку? Да, понял фишку. Выдувание. Понял, смотри, Миха уже вытащил там. Смотри, сейчас смотри, тихо, подожди. Все. О, Вообще как, нихуя. как домой. Это еще прикольнее, да, вылет? Не, кусочек, видишь, здесь отошел. Все, остальной порог, что? Целостность порогов. Я сюда приехал за порогами. Здесь тоже все целое. Короче, Миха вообще красавчик. Пороги целые остались. Я их завтра чик-чик-чик Блядь, покрасил слушай, и подожди, все. мне что? Короче, следующее включение уже будет с покраски этих порогов. Я уже практически подготовил передний бампер, там дактейл, бампер и что-то еще. И все, и следующая уже серия будет именно с обклейкой Альтезы. Серия большая была, потому что про Миху тут снимали. Обязательно насыпьте ему лайков, зайдите к нему на YouTube, он там снимает в режиме лайв. Может, что-то, кстати, смешное можно будет найти, Миха, потому что монтажер такой еще по-любому накосячил. Он говорит, не монтирую, все выкладываю. Ну и все, значит, там будут по-любому косяки и еще какие-то моменты, как мы здесь что-то снимали.